Я всех вас приветствую, мои дорогие зрители. Вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. С удовольствием приглашаю посмотреть самый большой океанариум в Израиле, который находится в Иерусалиме. Называется аквариум имени семьи Гоцман. Семья Гоцманов из Америки, из Нью-Йорка, которая пожертвовала $11 миллионов для строительства комплекса. Также были другие меценаты, которые дополнительно давали деньги как из Израиля, так и со всего мира. Общая стоимость строительства была оценена в 100 миллионов шекелей. Экспозиция океанариума посвящена охране морской среды обитания в Израиле. С самого первого зала обитатели аквариумов, как огромных, так и миниатюрных, завораживают посетителей. Царящая в залах темнота способствует эффектному восприятию происходящего и имитации морской пучины. Аквариумы знакомят с обитателями израильских морей, Средиземного, Красного моря, озера Кенерет. Возле каждого экспоната размещены таблички и экраны на иврите и английском, где можно прочитать названия рыб. В некоторых залах лицевая сторона аквариума оформлена так, что позволяет человеку любого роста, от самого маленького до самого высокого, максимально близко прислониться к стеклу и понаблюдать за рыбами. А сейчас, внимание, я покажу вам живую картину. Мы видим берег моря, мы слышим шум волн. Экспозиция показывает о жизни рыб с песчаным пляжем Средиземного моря. В этом море рыбы живут там, где есть скалы. В основном рыбы питаются водорослями. Здесь плавают караси и белые сарагусы. Дети и взрослые в восторге. Все фотографируются на этом месте. А вот еще необыкновенное оформление. Сделан остров, на котором высажены пальмы, а в бассейне плавают рыбы. Это черные скаты. Огромные аквариумы оснащены бортиками, на которые можно встать или присесть, чтобы сфотографироваться. Запрещено напрямую контактировать со скатами, гладить их или пытаться поймать руками. Из-за ядовитого шипа на хвосте они потенциально опасны для человека. Обыкновенные скаты-орлики довольно хорошо плавают. Их стиль плавания похож на полет под водой. Иногда они выскакивают из воды и пролетают некоторое расстояние по воздуху. Часто их наблюдают плавающими группами на небольшом расстоянии от дна. В Средиземном море численность популяции снизилась. В аквариуме самки приносят потомство ежегодно от 3 до 7 новорожденных. Обыкновенные скаты-орлики представляют незначительный интерес для коммерческого промысла. Эти рыбы ценятся как трофей среди рыболовов-любителей. Скаты абсолютно не похожи на акул, но именно акулы их ближайшие родственники. Встречаются эти рыбы во всех морях и океанах, без исключения. Большинство их видов обитает в соленой воде, но некоторые живут и в пресноводных реках. Абсолютно все скаты имеют электрическое поле, но оно им нужно только для осязания. Лишь немногие из них научились использовать ток для охоты и самообороны. Живут скаты около 7 лет. Делаю панораму. Я в аквариуме. Такое устройство экспозиции называется труба. Сейчас можно встретить в аквариумах разных стран. В Израиле, в Элате я тоже такое видела. Приятное ощущение, когда рыбы над вами. Это самая большая экспозиция в израильском аквариуме. Сверху 1,5 метра воды над посетителями. Сюда заплывают акулы. Вы только представьте, 1600 кубометров воды над головой. Здесь живет 5 видов акул. Акулы все время находятся в движении. Чтобы дышать, акула должна прокачивать все время воду через жабры. Кормят их 3 раза в неделю. При спаривании акул можно сказать, что происходит изнасилование. Самцы меньше самок, и те, кто сильнее, начинает преследовать самку. Она пытается убежать, а самец должен прокусить ей кожу, схватить ее и удержать. Кожа у акул очень толстая. Тем не менее, самки часто не выдерживают после этого. И если самцу удается спаривание, то самка беременеет. У акулы есть 2 матки. В каждой матке рождается акуленок.
акуленок. Тот акуленок, который вылупляется первым, должен съесть всех остальных, кто вылупился после него. Акулы – идеальные хищники, которые не меняются уже на протяжении 300 миллионов лет. Несмотря на свой страшный имидж, акулы совсем не склонны атаковать людей. Когда акула маленькая, у нее есть только один ряд зубов, предназначен для того, чтобы хватать и глотать. С возрастом появляется второй, потом третий ряд зубов, для того, чтобы перетирать пищу. Зубы постоянно выпадают и вырастают новые. На протяжении жизни акула меняет 300 тысяч зубов. Акулы в аквариуме живут 30-35 лет. Продолжительность жизни разных видов акул разная. Акула-нянька живет 70 лет, а гренадская акула живет 400-500 лет. Здесь мы видим экспозицию «Красное море», коралловый риф и множество красивых ярких рыбок. Кораллы здесь искусственные. Живые кораллы очень чувствительные. Нужно специальное освещение, специальные фильтры и особый уход. Настоящие кораллы и растения актинии живут в отдельных емкостях. Здесь есть маленькие круглые аквариумы, квадратные. Вот так примерно выглядят актинии. Это настоящие. Галерея Немо. Наконец-то мы дождались самого интересного места в моем видео. Это место для фотографирования. Под стеклянный колпак можно залезть и сфотографироваться с рыбками. Что я и сделала. Пролезть нужно было в узкий проход около пола. Ну, практически на коленках я лезла и вот залезла в эту банку. Я боюсь замкнутых пространств, но там места много и свободно. Вот теперь ваша русалочка здесь. В следующем видео я покажу, как мне удалось даже полежать рядом с рыбками и акулами. Мне хочется рассказать про рыбки Немо. Видите, вот эти маленькие рыбки, полосатенькие рыбки, желтенькие. Эти рыбки называются клоуны, Немо или амфибрионы. Типичная рыба-клоун считается оранжево-белой, но эти рыбы могут быть самых разных цветов, голубыми и черными. В мире существует 28 различных видов. Обычно они живут в теплых водах около коралловых рифов. Любят рыбка морские анимоны. Они живут там благодаря симбиозу, который развился в то, что рыбка-клоун получила иммунитет к яду анимонов. Одним из самых уникальных фактов является то, что рыбка рождается мужчиной, самцом. Если случится гибель самки, то самец изменит свой пол и станет самкой. Интересный факт. Когда самка-клоун откладывает яйца, она кладет их под камни или в другие скрытые места, чтобы они не стали пищей для хищников. Яйца развиваются в новую рыбку всего за 6 дней. Рыба-клоун является одним из тех животных, которые живут дольше в дикой природе, чем в неволе. Большинство клоунов доживают до 10 лет вокруг своих естественных коралловых рифов и анимонов, но в аквариуме они живут от 3 до 5 лет. Еще один аттракцион для детей. Дети могут залезть в этот аквариум, но что я, интересно, заметила? Посмотрите, как интересно, одна рыбка остановилась и рассматривает детей. Вот здесь рыбы смотрят за людьми, которые сидят в аквариуме. Дорогие зрители, спасибо, что вы были со мной. У вас есть возможность насладиться потрясающим зрелищем в следующем видео, которое я приготовила для вас. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Очень прошу, если вам не трудно, поставьте лайк. Буду очень благодарна. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи.